Но есть один креативный способ, который просто взрывает мне мозг. Владимир Владимирович Путин, иди сюда! И он вез целую машину марихуаны. Боже, что было в голове у этих людей? Сегодня, как многие просили в комментариях, я поговорю о филиппинских именах. Привет, друзья! Меня зовут Мэри Жень, я из Филиппин, я изучаю русский язык. Славный парень с испанской фамилией Руиз спросил меня, почему у тебя два имени. Казалось бы, кому знать, как не ему. Ведь Филиппины долго были испанской колонией. Именно от Испании нам досталась система имен. Но после Испании Филиппины попали под влияние США. Те тоже успели наследить. И теперь наша система имен – смесь американской и испанской. Сейчас объясню, в чем разница. Представьте себе, что вас зовут Хуанито. Только не принимайте это близко к сердцу. Теперь представьте, что у вашего папы фамилия Круз, а у мамы девичья фамилия Лопез. Тогда ваше официальное имя в Испании будет Хуанито Круз и Лопез. Это не У, это латинское Y, но читается как И. Причем Лопез – это ваше среднее имя. Вы можете справедливо заметить. Но почему же оно среднее, если стоит в конце? Вы знаете, я тоже задаю себе этот вопрос. И я знаю еще троих испанцев, которые тоже не знают ответа. Короче, это еще задачка. Ну ладно. В то же время в США вас могли бы назвать Хуанито Лопез Круз. Но могли бы и Хуанито Кончита Круз или Хуанито Обама Круз. То есть у американцев тоже есть среднее имя, но может быть каким угодно. Но оно хотя бы логично ставится посередине. И на этом спасибо. Так вот, на Филиппинах порядок сохраняется, как у американцев. Но среднее имя может быть только девичьей фамилией матери. Так что вы там будете Хуанито Лопез Круз. А теперь представьте, что вы девушка. Имя у вас стало Хуанита, и даже с таким именем вам неожиданно везет. И вы, наконец, выходите замуж. Допустим, за Хуана Родригеса. Вы можете взять его фамилию, тогда вы станете Хуанита Круз Родригес. То есть ваша фамилия по отцу станет вашим средним именем. А девичья фамилия мамы канет в лет. И да, ни у кого нет отчеств. Совсем. Ладно, можете выдыхать. Вы больше не Хуанита. Поехали дальше. Самые популярные фамилии на Филиппинах – это испанские Сантос, Рейес и Круз. Сантос означает святой, Рейес – короли, Круз – крест. Ну, конечно, у нас есть и неиспанские фамилии. Есть оригинальные, которые переводятся буквально. И зачастую по такой фамилии можно понять, откуда человек родом. Например, Алимуру означает на капампанганском «не отступает». И сразу понятно, что человек из провинции Пампанга. На Филиппинах 125 разные наречия. В каждой провинции свое или даже несколько. Ладно, я понимаю, что тема фамилии не самая интересная. Про имена должно быть интереснее. Большинство людей на Филиппинах католики. Католичество основано на христианстве, как и православие. Тот же Бог, но разные пальцы и кресты. И как вы уже, наверное, догадались, у нас тоже множество имен дается в честь святых и прочих библейских персонажей. Насколько я знаю, мы никогда не следовали каким-либо календарям. Зато многие верят, что если назвать ребенка в честь святого, то тот будет его защищать. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Часто детям дают двойные или даже тройные имена. Обычно они начинаются на Мэри, Мария или Джон. Типа Мария Тереса, Мэри Энн или Джон Пол. Либо часто представляют Лин, типа Рослин. Это как если вы в России называли детей Петр Сергей, Мария Светлана.
Возможно, вы заметили, что мое имя одно из таких, но оно никак не связано со святыми. Когда я родилась, мой папа работал в полиции. Они как-то взяли наркодилеров, и он вез целую машину марихуаны в участок. Травы было так много, что его торкнуло. Я не знаю, связан ли этот случай с моим именем, но по-испански Джейн читается как Хуана, а любители марихуаны часто называют ее Мэри Джейн. На Филиппинах большинство семей многодетные, поэтому задача придумать имя не такая редкая. Самый простой способ назвать малыша в честь его отца. После этого к имени отца добавляется senior, а к имени сына junior. Если родилась дочь, это не проблема. Практически любому имени можно легко поменять пол. Приставка в этом случае не ставится. Есть случаи, когда нескольким детям дают одно и то же имя. Дорогой, я родила. Какое имя дадим сыну? Леха. А как думаешь, кем он у нас станет? Космонавтом. Ой, дорогой, у нас двое. Как назовем второго? Леха. А он кем станет? Космонавтом. В таких случаях к именам добавляют латинские цифры. Например, Алексей II. Есть и такие, кто дает имя просто по фамилии. Например, Салвадор. Представьте, как это звучало бы на русском. Иванов Сергеевич Иванов. Не делайте так, пожалейте своих детей. Часто детей называют в честь популярных людей. Причем запросто могут брать имя вместе с его титулом. Например, известный боксер Мэнни Пакьяо. Мэнни назвал свою дочь Queen Elizabeth в честь английской королевы. Или просто представляют королевские слова первым словом, получая Princess Anne или King Joffrey. Шучу, конечно, никто на Филиппинах не назовет сына King Joffrey. Все смотрели «Игры престолов». Некоторые филиппинцы безумно практичны. Чтобы не забывать, когда покупать подарки, они называют детей по месяцам рождения. January, April, May, August. Очень хитрые. Есть еще один интересный вариант. Давать имена в алфавитном порядке. Ну, типа, первый ребенок A. Алессандра, B. Беатрис, C. Коэн. Я сама не очень понимаю, то ли они оптимисты и хотят дойти до конца алфавита, или пессимисты и уверены, что алфавита им точно хватит. Есть очень уважительные семьи, они кого-то настолько уважают, что ставят его имя одним из слов в именах всех детей. Например, Патрик Джон, Элтон Джон, Борис Джон. Впрочем, обычно это опять же имя отца. Кстати, в этом случае у детей получаются прикольные ники. PJ, EJ, BJ. Не обошлось и без олдскулов. Эти ребята используют просто слова из местных языков. Например, between – звезда, Лигая – счастье. Майюми – нежный и добрый, Баяни – герой и другие. Представьте себе человека по имени Герой Владимирович Путин или нежная и добрая Александровна Пушкина. Довольно забавно. Но самые современные тренды – это когда родители принимают задачу как настоящий вызов их креативности. Мое любимое – это имена макарони и спагетти. Дорогая, смотри, как прикольно выглядит это слово на пачке. А что оно значит? Не знаю. Наверное, это имя человека. А, ну давай тогда так сына назовем. Боже, что было в голове у этих людей? Может, они очень любят макарони или спагетти? Представьте себе ваших детей в школе. Гречка, к доске. Или такое. Пельмен, ты сделал домашнее задание? Будете милосердны к учителям. Пожалуйста, не делайте так. Они ведь лопнут от смеха. Еще один забавный способ. Называть детей по звукам колоколов. Бинг-бонг, динг-донг. Мам, ты меня звала?
Есть еще интересный способ. Когда первые буквы для двойного имени берут из имен родителей. Например, если имена родителей Джеффри и Шермейн, то имена детей начинаются на J и C. Джейнес Элиз, Уокин Седрик. Очень хороший метод, я считаю. Некоторые комбинируют имена мамы и папы. Например, если папа Джозеф, а мама Мария, то дочка получит имя Джо Мари. Представьте русское имя Влатьяна, Олдрей, Орлина. Вполне рабочий вариант. Но есть один креативный способ, который просто взрывает мне мозг. Некоторые люди просто берут обычные имена и придумывают им необычную запись. Например, эти разные имена звучат одинаково. Максин, Хейли, Александр. Сложно представить, сколько проблем будет у этих детей в будущем, когда они будут кому-нибудь диктовать свои имена. Я бы не стала так рисковать. Есть еще редкие изображения, типа записи имени задом наперед. Бернард Дранре, Галина Анилаг, Игорь Роги. Или комбинация имен островов. Лузон плюс Висаяс плюс Минданау плюс Виминда. Но такое встречается редко. Конечно, никто не зовет детей по их полному имени, кроме случаев, когда мама очень зла. Владимир Владимирович Путин, иди сюда! А вам какой метод понравился больше всего? Напишите в комментариях. В следующем видео я расскажу, как я съездила в Армению и Грузию. И зачем вам тоже обязательно нужно туда съездить. Так что подписывайтесь на канал и нажмите колокольчик. И, конечно, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. Пока!